Привет, с вами Федор и канал Криптекса. Сейчас уже середина июня, а значит пора собирать новую ферму. Июньская ферма у нас с вами получается Авито Special Edition на видеокартах от Nvidia, а конкретно на самых окупаемых P106-100 на 6 гигабайт. Давайте посмотрим, почем эти видеокарты вообще продаются на Авито. Я вижу множество объявлений в ценовом диапазоне от 6000 рублей до 8500 рублей. Как всегда, есть люди, продающие по адекватным ценам, а есть те, кто почему-то их завышает. Как бы там ни было, найти по 6000 рублей эти видеокарты абсолютно реально. Вот даже у некоторых продавцов есть их сразу несколько штук. Еще я нашел такое интересное объявление, где человек за 85 тысяч рублей продает сразу 16 видеокарт. Это получается примерно 5300 рублей за одну видеокарту. Если посмотреть объявление подробнее, то человек вместе с картами продает еще и 5 планок оперативной памяти. Без оперативки получается где-то 5000 за карту. А это значит, что если вы не берете их по одной штуке у десятка продавцов, а сразу много и у одного, тогда можно и поторговаться, и получить хорошую скидку. Но торг и опт — это всегда дополнительные опции. Дальше я буду считать цену одной видеокарты как 6000 рублей. P106-100 — это абсолютный аналог геймерской GTX 1060. Обе эти видеокарты потребляют 125 Вт электроэнергии при 100% Power Limit. Это значит, что если мы с вами наоборот будем понижать Power Limit, то 6 видеокарт мы с вами легко впихнем в 800-ваттный блок питания, а 8 видеокарт с большим запасом в киловаттный. Что касается блоков питания, то это та часть, которую никто и никогда не рекомендует покупать бэушный на Авито. Потому что кто его знает, в каких условиях использовался этот блок, а именно от его надежности и от его состояния зависит, как долго проживет ваше железо. Тем не менее, мы с вами сегодня рискуем, поэтому давайте смотреть, что же есть на Авито. 800-ваттные блоки питания можно легко купить по 2000 рублей, но практически все предложения — это различные аэрокулы. Кто-то может рассказывать, что это хорошие блоки питания, у которых нет особых проблем, другие же распишут вам в деталях, что именно там не так. Как бы там ни было, я не рекомендую искать самые дешевые предложения. Давайте посмотрим, что там дальше. А дальше получается, что что-то отличное от аэрокула и не в худшую сторону стоит около 4000 рублей. Соответственно, смысла такие блоки не имеют, потому что за 4-5 тысяч рублей мы с вами можем уже купить хороший киловаттник. И даже не просто бэушный киловаттник на Авито, а в том числе и новый киловаттник из магазина с гарантией минимум в 1 год. Вне зависимости от вашего выбора, стоимость блока питания я считаю как 5000 рублей. Нам с вами нужен абсолютно любой SSD-шник на 120 гигабайт, чтобы накатить на него винду и разместить там файл подкачки. SSD-шник можно найти за 1000 рублей. И теперь нам с вами нужна материнка, процессор, оперативка и райзеры. За 8000 рублей я нашел такой удивительный комплект. Длинная материнская плата с 8 слотами PCI-Express 16. В комплекте человек отдает и материнку, и процессор, и оперативку, и кулер. 8000 рублей. Весьма интересное предложение. В таком наборе самое главное, что у вас точно не будет проблем с райзерами. То есть не попадется бракованный райзер и не будет такого, что где-то внезапно плохой контакт. Потому что райзеров у вас вообще нет. Ну или можно пойти более традиционным путем. Взять самую обычную материнку с 6 или более PCI-Express слотами. Это примерно 2000 рублей. Также к ней вам нужны процессор, оперативка и кулер. Самые дешевые обойдутся вам примерно в 2000 рублей. А с райзерами тема интересная. Прямо сейчас, в 2020 году, их у всех слишком много. Кто-то покупал их на перепродажу, кто-то покупал с запасом, и теперь их на Авито просто бери не хочу.
Маленький лайфхак. Обязательно спросите у продавца видеокарт, остались ли у него лишние райзеры. Возможно, он подарит вам их абсолютно бесплатно. Уж очень мне понравилась идея с одной длинной материнкой на сразу 8 видеокарт. Давайте прикинем, во сколько обойдется основа вместе с ней. 8000 материнка, 5000 блок питания, 1000 SSD, всего 14 тысяч рублей. Ну и естественно нам нужно 8 видеокарт. 8 P106-100 по 6000 рублей — это еще 48 тысяч рублей. Итого 8 карт плюс основа равно 62 тысячи рублей. P106-100 прекрасно майнит абсолютно все монеты. Ethereum, Expanse, Yubic, Ravencoin, Green, Beam, Monero, все что хотите. Потому что у нее 6 гигабайт видеопамяти. И этого сейчас более чем достаточно. Но выгоднее всего сейчас майнить либо Ethereum, либо Ravencoin. Давайте прикинем, какие настройки и какие цифры мы с вами получим. На Ethereum мы с вами максимально разгоняем видеопамять и понижаем Power Limit до 65%. На таких настройках получается примерно 85 Вт потребления с одной видеокарты или 680 Вт с 8 карт. КПД у блока питания около 85%, поэтому полное потребление из розетки уже 800 Вт. Добавим еще Вт 60 на питание процессора и всего остального. Итого 860 Вт из розетки. Из P106-100 можно выжать примерно 24 мегахэша на эфириуме. Это получается 192 мегахэша с 8 карт. Ну и смотрим, что из этого всего получается. Возьмем для расчета среднюю стоимость электроэнергии как 4 рубля за 1 киловатт. И получаем примерно 148 рублей в день уже чистыми именно вам в карман. Окупаемость такой фермы уже с учетом электричества 416 дней. С Ravencoin все намного интереснее. Он любит, когда мы с вами разгоняем видеоядро и добавляем Power Limit. Но мы не можем на такой ферме оставить даже стоковые настройки, потому что 125 Вт умножить на 8 карт — это уже киловатт по 12-вольтовой линии. А блок питания у нас всего на киловатт, при этом есть еще процессор, который хоть что-то потребляет, и хотелось бы оставить хоть какой-то запас. Поэтому давайте душить видеокарты примерно до 100 Вт на одну видеокарту. Это получается 800 Вт со всех видеокарт, и при учете 85% КПД блока питания уже 940 Вт из розетки. Добавляем все те же 60 Вт на процессор и все остальное, ровно киловатт из розетки. В таких условиях P106-100 на Ravencoin будет выдавать около 10 мегахэш в секунду. Это 80 мегахэш со всей фермы. Вбиваем цифры в калькулятор и получаем 173 рубля в день чистыми или 357 дней окупаемость фермы. Как вариант, вместо P106-100 можно взять обычные 1060 на 6 гигабайт. В среднем они на 2000 рублей дороже, то есть не 6000 рублей за карту, а 8000 рублей за карту. В таком случае ваши затраты и окупаемость фермы увеличатся, доход останется точно таким же, но зато через несколько лет у вас будут видеокарты с видеоразъемами, и вы сможете продать их в том числе и геймерам. Самое главное в покупке железа на Авито — не стесняйтесь общаться с продавцами. Возможно, они так и не сделают вам скидку, но зато, например, подарят оперативную память к материнке, или райзер к видеокарте, или и то, и то. И, естественно, еще больше бесплатных ништячков можно получить, если вы покупаете у одного продавца сразу много всего. Надеюсь, это видео было интересным и полезным. Если так, то обязательно пишите свое мнение в комментариях, ставьте палец вверх этому видео, подписывайтесь на канал и долбите в колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. А обязательно скачивайте Cryptex по ссылочке в описании, потому что Cryptex выбирает самый прибыльный алгоритм для конкретно вашего железа. И если вы не начнете майнить прямо сейчас, то опять пропустите очередной To The Moon и останетесь без денег. Вот так вот. Поэтому качайте Cryptex, зарабатывайте, майните. Пока. Буф.